Всем привет! Мы продолжаем рассматривать различные новинки от костромских брендов «Автоистория» и «StartScale Models». И сегодня я вам покажу набор, состоящий из сидельного тягача КамАЗ-5490 и полуприцепа НИФАС 93341. Это относительно свежая новинка, она появилась в продаже в конце апреля 2021 года. Ее рекомендованная розничная цена составила 3850 рублей. И эти модели были раскуплены еще на стадии предзаказа. Многие хотели приобрести похожую цепку в свою коллекцию, хотя при желании можно найти этот набор на вторичном рынке, правда цена будет чуть дороже, чем рекомендованная розничная. И эта модель продается как лицензионное изделие ПАО КамАЗ, и точно такой же полуприцеп я вам уже показывал в цепке с сидельным тягачом КамАЗ-54901, только та модель была в коробке от StartScale Models. Кто не видел тот видеоролик, можете найти его на моем канале. И особой разницы в детализации между этим полуприцепом и белым вариантом в коробке ССМ я не нашел. Даже точно такая же картонная коробка и точно такой же блистер. Единственное, отличается дизайн кабины у сидельного тягача. И модель от ССМ продавалась дороже, чем это изделие, и если вы в коллекцию хотите масштабную копию полуприцепа и тягач вам не столь важен, можете смело покупать данный набор, потому что переплачивать за шильдик ССМ нет никакого смысла. И как и с предыдущей упаковкой, здесь были проблемы, правда коробочка на этот раз ко мне пришла без видимых повреждений. Вот так выглядит эта модель в упаковке. Здесь очень тонкий картон, он рвется буквально от малейшего прикосновения и совершенно не защищает модель при неправильной транспортировке. Также блистер здесь очень хлипкий, но с этой моделью мне повезло, и у грузовика и полуприцепа не было сломанных деталей. И давайте распакуем коробочку, посмотрим на эту цепку поближе, и также напишите ваши комментарии. Удалось ли вам приобрести похожий автопоезд? Возможно, вы также взяли, как и я, вариант от StartScale Models, а возможно, вы взяли отдельно полуприцеп НИФАС 93341 в зеленом цвете и сделали цепку с другим сидельным тягачом от Автоистории. И здесь на нижней стороне упаковки есть различная информация, которая касается данного бренда. Эти модели изготовлены в Китае, дата производства 11 месяц 2020 года, и срок службы этой модели составляет 10 лет. Также есть наклейка с артикулом, по которому можно найти эту модель в интернете, и есть сайт производителя. Хотя я как-то заходил на этот сайт, там, по-моему, абсолютно ничего нет, и он не работает. И повторюсь, здесь упаковка очень посредственного качества, и без повреждения ее распаковать не представляется возможным. Я обычно ее вот так снимаю, чтобы она не порвалась. И здесь снизу есть вот такие защелки, но они тоже никак не фиксируют одну из сторон упаковки. И давайте аккуратно возьмем блистер и попытаемся из него изъять модель. И здесь, повторюсь, тоже блистер очень хлипкий, и странно, почему делают такую упаковку. Раньше на моделях от Автоистории как-то коробочки были более нормальные, и картон там был толще. А сейчас пытаются, видимо, на всем сэкономить. И даже пластик, если сравнить на этой модели с ранней продукцией от Автоистории, там он гораздо лучше, здесь он тоже очень мягкий. И если, например, прикоснуться к защитным брусьям на боковинах полуприцепа, то они просто прогибаются от малейшего нажатия. И давайте поставим эти модели на стол. И начнем мы с обзора сидельного тягача. У меня похожих КамАЗов пока что нет в коллекции, хотя недавно я также заказал грузовик с похожей кабиной, только там без спального отсека и обтекателя. Кабина синего цвета, и установлено два светосигнальных маячка на крыше, и ту модель я тоже чуть позже покажу в одном из своих обзоров. Здесь вполне хорошая покраска, хотя встречаются некоторые пятнышки клея, также различный мусор в лакокрасочном покрытии, и по традиции эта модель обильно промазана каким-то транспортировочным силиконом. Например, у меня на боковом обтекателе есть два пятнышка клея, которые я сначала не заметил, они
портят общий вид у данной масштабной копии. На кабине вроде бы видимых дефектов пока что при беглом осмотре не наблюдается, хотя на правой части тоже есть какой-то черный ореол. То ли это смазана краска, то ли грязь. Потом попытаюсь немножко заполировать этот участок и посмотреть, удастся ли мне как-то улучшить вид кабины грузовика. Ну вот такое качество сборки. Последняя продукция от Автоистории и от Startscale Models, на мой взгляд, сделана хуже, чем журнальная серия десятилетней давности. И здесь металлическая рама, металлическая кабина, но из-за того, что большая часть сделана из пластика, этот грузовик как-то не хочется лишний раз брать в руки, чтобы не сломать хрупкие детали. Вполне хорошие покрышки, присутствует боковая маркировка, шины Кама, также есть размерность покрышки, но сложно прочитать. Скорее всего 315/70 R22,5. И колесный диск окрашен серебристой краской, и колпачки выделили черным цветом. У модели просматриваются сиденья в кабине, но они сделаны из черного неокрашенного пластика, и в этом плане интерьер кабины лучше проработан на модели от Startscale Models, там хотя бы сиденья окрасили в другой цвет. Дворники здесь из пластика установлены более-менее аккуратно, также присутствует дополнительное зеркало для улучшения обзора, и здесь над лобовым стеклом установили солнцезащитный козырек. Габаритные огни на крыше грузовика просто обозначили оранжевой краской. Эти детали можно было сделать и более ажурно, например, из прозрачного пластика. Также на кабине установили обтекатель, но он смотрится не очень уместно, и такое ощущение, как будто здесь не хватает боковых накладок, как на европейских тягачах. Также сбоку здесь черной краской начертили корпуса габаритных огней, и саму лампочку обозначили серебристым цветом, тоже выглядит это довольно просто. Дверные ручки, как и поворотники на крыльях, здесь обозначены просто краской. И, конечно, эта модель сделана очень просто по современным меркам, и можно было приложить немного усилия и как-то улучшить проработку. И также здесь тампопечатью нанесли различные датчики на панели приборов, и зеркальце здесь обозначено просто серебристой краской. И у этого грузовика откидывается кабина, вполне хорошая проработка моторного отсека, окрасили выхлопную трубу, также серебристой краской обозначили прожектор задней стороны, и здесь есть воздуховод для короба воздушного фильтра. Седло здесь рабочее, также вполне симпатично смотрятся задние фонари, обозначены сектора заднего хода, поворотники, есть противооткатные башмачки с двух сторон и установлен ресивер. И вот так выглядит нижняя часть грузовика. Здесь написано, что эта модель изготовлена в Китае, масштаб 1:43, и производитель Markun Toys, КамАЗ 5490. Ну вот такая довольно симпатичная модель, которая в целом более-менее нормально смотрится, но очень много замечаний в плане качества сборки, качества покраски, и, конечно, здесь очень хлипкая конструкция из-за того, что очень много деталей из некачественного мягкого пластика. И давайте теперь посмотрим на сам полуприцеп. И полуприцеп мне очень понравился, и, на мой взгляд, если брать все модели костромских полуприцепов, советских, более современных, это пока что самая лучшая модель, и она в плане детализации очень напоминает продукцию Mini-Champs. Здесь металлическое днище полуприцепа, оно сделано единым целым с рамой, также указан прототип NIFAS 93341, опять же фабрика Markun Toys, и, естественно, эта модель изготовлена в Китае. И здесь присутствует крепление для запасного колеса, два ресивера, также опоры, они сделаны в походном положении, есть защитные брусья сбоку, но из-за того, что здесь пластик абсолютно не держит свою форму, они, во-первых, неровные, и, во-вторых, они могут легко сломаться, если вы нечаянно сожмете модель.
Также здесь покрышки установлены не очень аккуратно. Например, у меня на первой оси почему-то покрышка неплотно прилегает к колесному диску. Видимо, там или от литника не срезали элемент, или что-то другое. Потом уже после видеообзора я попытаюсь подправить этот момент. Но в целом вполне хорошая детализация колесных дисков. Имеются сквозные отверстия и центральные колпачки выделены черной краской. Также есть ящик для инвентаря. Вполне хорошие задние фонари, есть габаритные огоньки, и на задних створках здесь сделали орнамент, который должен имитировать светоотражающие полосы. Ну, вот такая модель полуприцепа, и давайте примерим, как она будет смотреться с сидельным тягачом. И я уже как-то неоднократно говорил в своих видеороликах, что у Костромы хорошая задумка, но всегда по традиции есть какие-то недоработки, и в последнее время очень огорчает некачественная покраска и сборка. И, например, я вам могу показать для сравнения старый сидельный тягач Scania от Mini-Champs. И эта модель выглядит в разы лучше, хотя вроде бы здесь особых отличий и нету. Те же дверные ручки, отлитые вместе с корпусом кабины, но здесь прекрасная покраска, больше мелких деталей, и эта модель более увесиста, потому что здесь массивная металлическая рама и также массивный передний и задний мост. И можно посмотреть, как полуприцеп Nefas будет смотреться с сидельным тягачом Scania от Mini-Champs. Я уже делал сравнительный видеоролик и показывал вам различные цепки. Если у вас будет интерес, я продолжу эту рубрику и покажу другие сидельные тягачи и полуприцепы, которые есть в моей коллекции. Ну вот получается такой автопоезд. Здесь нормально поворачивается кабина сидельного тягача, она ни за что не задевает. И, повторюсь, вы отдельно можете приобрести полуприцеп и сделать цепку, например, с европейским сидельным тягачом. И пишите ваши комментарии, что вы думаете о данном наборе, удачная ли эта модель, стоит ли она своих денег, какие сидельные тягачи современных КАМАЗов вы приобрели в свою коллекцию, если у вас сборные модели, которые вы собирали самостоятельно, в какой цвет вы их окрашивали. Если вам понравился данный видеоролик, то не забывайте поддержать его лайком, вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке, заглядывайте на мой второй канал, жмите на колокольчик, а на сегодня это все. До новых встреч, пока!